Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим муссовый торт на агар-агаре. Торт будет с творожным муссом, все знают мою любовь к творогу, и также у нас будет прослойка из черешни. Торт мы готовим на годовщину свадьбы, на нашу годовщину. Начнем мы как раз с черешневой прослойки, и для нее мне понадобится черешня без косточек. Далее идет у меня тут сок лимона, агар-агар, сахар и холодная вода. Все смешиваем в одном сотейнике, кроме сока лимона. Еще забыла добавить, что в сахар я добавила еще ванильный сахар. Ставим на средний огонь и доводим до кипения. После закипания огонь мы уменьшаем и провариваем смесь в течение 5 минут. На протяжении всего времени варки мы не забываем помешивать смесь обязательно, так как агар-агар может пристать к дну кастрюли. После добавляем сок лимона и блендером перебиваем. Я перебью компоте лишь немного, чтобы остались кусочки черешни. Даем массе немного остыть, а затем перельем в форму. Пока можно ее подготовить. Это форма резак 16-сантиметровая. Одну сторону я затянула пищевой пленкой. Кладем обязательно на деревянную, либо на пластиковую доску. Стеклянную лучше не использовать, так как пленка пристает к стеклу и потом отдирать затруднительно будет. Как сказать, что она немножко должна подостыть. Компоте мы остужаем примерно где-то до 60 градусов. Появляется вот такая пленка после того, как вы перебили блендером. Она вас не должна смущать. В любом случае она окажется у вас на верхней поверхности слоя, и ее можно будет после заморозки легко убрать. Но если хотите, можно сейчас прям собрать ложкой. Переливаем в форму и оставляем остужаться до комнатной температуры, а затем отправляем в морозилку до полного застывания. Примерно уходит на это где-то 3 часа. Пока подмораживается ягодный слой, можно приготовить основу. Я сегодня буду использовать корж без выпечки. Это у меня будет обычное шоколадное печенье и сливочное растопленное масло. То есть берем классическую основу практически для всех чизкейков. Растопленное сливочное масло мы добавляем к измельченному печенью. И после того, как все хорошо перемешали, мы раскатываем небольшой такой пласт, где-то толщиной 0,5-0,7 мм. Размер пласта должен подходить под наш трафарет, который я уже заранее вырезала. Это у меня получается скоросшиватель, папка. Можно просто сделать из бумаги. Я сделала вот такой вот практичный вариант, который мне пригодится для следующих тортов в этой форме, которую я буду делать. Данный шаблон я отсканирую, и мы картинку выложим в нашей группе ВКонтакте. По необходимости вы сможете ее там найти. Теперь силиконовый коврик я отправляю в холодильник, чтобы у меня корж застыл, то есть масло сливочное застыло. Перед тем, как делать основной мусс, нам необходимо вырезать форму сердца, ягодный наш слой подмороженный и нашу песочную основу. Ягодный слой достаем из формы, слегка подогрев ее бока руками, и по трафарету вырезаем. То же самое делаем с основой. Обратно отправляем в морозилку, а основу в холодильник. Теперь нам необходимо сделать мусс. Для этого мне потребуется творог. У меня 9% творог. Можно его перебить блендером, можно пропустить через сито, но меня лично крупинки творога именно в начинке тортов не смущают. Поэтому 9% творог, сахар, белый шоколад, замоченный агар-агар. Если в случае с черешневым слоем я не замачивала агар-агар, так как пробовала и в замоченном виде использовать, и в таком в обычном сухом варить с ним компоте. У меня получался один и тот же вариант, поэтому там я его не замачивала. Здесь обязательно нужно замачивать, примерно где-то 2-3 часа. Так он легче растворится в сахарном сиропе. И жирные сливки. Самое первое, что нам необходимо сделать, это взбить сливки охлажденные обязательно. Взбивать будем с самой маленькой скорости, начиная, постепенно ее увеличивая. И так не до плотного состояния, мы немного их не добиваем для мусса. Как говорится, до мягких пиков взбили. Добавляем сюда комнатной температуры творог и на самой маленькой скорости перемешиваем. Все, пока оставляем в покое. Теперь заливаем шоколад горячими сливками. Их можно подогреть как в сотейнике на плите, так и в микроволновке. Также отставляем в сторонку, и теперь займемся агар-агаром. Как я и говорила, замоченный агар-агар мы отправляем в сотейник. Смесь ставим на огонь чуть ниже среднего. После того, как агар-агар разойдется и масса будет похожа на клей, вводим туда сахар и провариваем после закипания минут 2.
После того, как сироп сняли с огня, включаем опять миксер на самую маленькую скорость, добавляем сюда шоколад со сливками, а потом уже горячий сироп с агар-агаром. Тонкой струйкой, и чтобы сироп у нас не попадал на венчики. И не теряя времени, заливаем мусс, теплый наш мусс, в форму. Но не весь мусс, а лишь половину. Переносим наш ягодный слой. Лучше всего, если он будет прям хорошо подмороженный, оставить его можно на ночь. Но так как у меня времени впритык, мы будем вот в таком вот мягком виде. Это может отразиться, кстати, на разрезе потом. Буду стараться поровнее его расположить. В этом случае подмораживать, например, вот эту половину мусса, которую мы перенесли в форму. Пока мы будем ее подмораживать, у нас остальная часть мусса может схватиться уже. Но будем надеяться, что все будет чики-пики. Самым последним кладем наш шоколадный корж. Осторожно, очень-очень аккуратно. И слегка-слегка притапливаю, утапливаю. Немного у меня тут по бокам не хватает мусса, но буду теперь знать. Немного мусса надо делать побольше. Я сделаю перерасчет, и в описании у вас уже будет правильное количество мусса. Я считаю, что лучше пусть немного останется, чем вот не хватит. Теперь отправляем наш торт в морозилку. Муссовые торты стоят в морозилке от 5 до 15 часов. Для покрытия глиссажем либо велюром торт должен быть хорошо подмороженным. Но время зависит от его объема, от объема торта. Я буду покрывать велюром, поэтому мне нужен подмороженный торт. Мы отправляем его... Не скажу, на какое количество времени. После заморозки полной я вам скажу. Нет, не так сказала. После полной заморозки озвучу время. У меня на заморозку именно этого торта ушло 7 часов. И теперь мы аккуратно достаем подмороженный торт из формы. И не дожидаясь, пока выступит конденсат, начинаем велюрить. Для велюра я использую темный шоколад. Пропорции я укажу в описании. Подкрашивать ничем не буду, у меня будет шоколадная поверхность. Шоколадную смесь по необходимости можно пробить блендером, подогревать. Так как я покрываю велюром в 2 этапа, то я подогреваю в микроволновке до рабочей температуры. Рабочая температура именно этого велюра на темном шоколаде 37 градусов. После того, как покрыла велюром, торт размораживается в холодильнике в течение 7 часов, после чего уже можно его кушать. И пока вот у нас есть это время, можно его оформить на свое усмотрение. Я буду использовать сухой кондурин и сухой же кистью у основания припылю движениями кисти снизу вверх. На моем торте еще будет надпись. Делать я ее буду диоксидом титана, который разбавила водкой. Вот такой торт получился на нашу годовщину свадьбы. Вес у него 1 килограмм. И так как видео выйдет у нас в семейный праздник, в день семьи, любви и верности, я вас от всей души поздравляю с этим праздником. И как всегда желаю удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.